предоставляет компания Olymp Consulting. Будем разбираться, что же все-таки произошло с рынком жилой недвижимости города Одесса. Перед вами карта Причерноморского региона, куда входят 3 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Здесь мы видим легенду карты, и давайте очень кратко я вам расскажу, как читать данную легенду. Ну, во-первых, здесь показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец мая 2026 года. Начнем с населения. Население довоенная 993 тысячи. Сейчас я думаю, что 1700 живет. Кто меня смотрит, напишите. Ну, я не имею в виду туристов, которые сейчас, возможно, приехали, потому что сезон. Люди, которые постоянно проживают, я думаю, что 1200 стало меньше. Напишите, одесситы, если у вас такие вот визуально, понятно, что цифры не напишите, а визуально больше, меньше людей стало. Будет интересно. Количество предложений, которые обрабатывает программа Olymp News, на которую у меня есть патент и авторское право, в генеральную выборку попало 37 тысяч квартир, которые выставлялись для продажи. Это первичный, вторичный рынок. То есть вы видите, какова огромная выборка квартир, причем выборка однородная. Я поклассифицирую все это. То есть ошибка статистическая буквально минимальная. Итак, мы видим, что на 0,5% больше было выставлено квартир в мае, чем в апреле. Переходим к показателю, который характеризуется стоимость квадратного метра. Буду говорить только в процентах. Но то, что я говорил, мир сошел с ума, рынок недвижимости за ним тоже бежит прямо. Социальное жилье подорожало на 0,27% за месяц. Друзья, это всего лишь колебательные процессы. Они сегодня может подорожать, завтра подешеветь. Я вам покажу тенденции. И вот тогда более подробно будем анализировать ситуацию. А пока только, так сказать, эмоции по поводу, что с какого-то перепуга социальное жилье выросло на 0,27%. Социальное жилье аренда. Одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Здесь долгосрочная аренда. Сравнивал я первый квартал с четвертым кварталом 2025 года. Естественно, видим здесь рост плюс 1,23%. То есть аренда тоже растет, друзья, в городе Одесса. Будет второй квартал. Это июнь месяц, я здесь поменяю цифры. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это долгосрочная аренда, и я делаю ее поквартально. Эконом-комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок подорожал на 0,62% за месяц. Ну, безумие, реально. Переходя к первичному рынку, мы видим, что квартиры эконом-класс также подорожали на 0,31%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс также не отстает, подорожал за месяц на 0,41%. И первичный рынок элитный класс подорожал на 0,70%. Друзья, теперь от общих данных будем переходить уже к декомпозированным данным. Хочу напомнить вам, что я применяю научную методологию в своих исследованиях. И так, чтобы совсем вам не было грустно смотреть только цифры, давайте вспомним Шерлока Холмса, вот, который использовал в своих расследованиях метод дедукции. Это, друзья, научный метод. Можете посмотреть, почитать, что это за метод. Он гласит о следующем, что исследователь идет от общего к частному. То есть Шерлок Холмс видел всю картинку преступления и потом уже декомпозировал эту картинку на персонажи, на мотивы и так далее. То есть переходил уже к частному. Вот это метод дедукции, который я применяю и демонстрирую сейчас. То есть показал вам общую картинку, что произошло с рынком жилой недвижимости в разрезе сегментов первичный, вторичный рынок. А теперь уже будем переходить к более декомпозированным данным, то есть подробные данные о каждом сегменте